Об образовании в США многие из нас судят исключительно по американским фильмам. В деталях же мы не имеем представления о реальной системе обучения в Америке. Мы представляем себе американских студентов, имеющих беспечный образ жизни, устраивающих лихие вечеринки в бассейнах и путешествующих по всей стране на кабриолетах. Но как же на самом деле протекает студенческая жизнь в США? Чем кормят студентов? Что из себя представляет кампус, где проживают учащиеся? Какие преимущества у американских вузов в сравнении с российскими? Первый и самый главный плюс – это свобода выбора. Образовательные программы школ, колледжей и университетов устроены таким образом, что ученики могут самостоятельно выбирать, какие дисциплины и курсы им изучать. И каждый сам определяет количество часов, которые будет тратить на определенный предмет. В хороших школах студенты сами могут формировать себе занятия из перечня направлений, которых спокойно может быть под 100 штук. Еще на этапе обучения в школе студенты могут изучать такие предметы, как океанология, дизайн видеоигр, публичные выступления, робототехника, графика и актерское мастерство. Если же студент увлекается физикой или математикой, он также может взять дополнительную творческую дисциплину, которая поможет всестороннему развитию личности. На территории как школ, так и вузов действует огромное количество студенческих клубов и ассоциаций, и студенту, как правило, не составит труда найти занятия по интересам. От пения и танцев до спасения редких видов вымирающих животных. Ну а университетские спортивные команды дают возможность заниматься любимым видом спорта и участвовать в соревнованиях национального уровня. Более того, если вы играете за какую-нибудь университетскую команду, здесь вы будете настоящей звездой. Но приятным бонусом может оказаться полное финансирование вашей учебы и даже проживания, а где-то и зарплату. На территории многих университетов действуют службы карьеры, которые подсказывают, как составлять резюме и готовиться к собеседованию. Некоторые вузы позволяют выбирать конкретного преподавателя или конкретное время обучения. Не обязательно даже учиться 5-6 дней в неделю. Если по понедельникам вы играете за местную баскетбольную команду или работаете, этот день можно освободить. Просто будете больше учиться в оставшиеся 4 дня. В среднем американские студенты изучают 4-5 предметов в семестр, но погружаются в каждый из них намного глубже, чем учащиеся в России. Поступив в российский вуз, как правило, весь перечень предметов, изучаемых в течение всего времени, заранее предопределен. В американских же вузах ситуация абсолютно другая. Когда студент поступил на первый курс, у него есть обязательные и необязательные предметы. Также у студентов появляется так называемый Academic Advisor или научный руководитель. Он помогает студентам определиться с выбором предметов, советует им разные курсы, необходимые для будущей профессии, следит за успеваемостью и помогает формировать расписание. Так, проучившись, скажем, на первом курсе, студент понимает, что у него идет лучше, а что хуже. И академический адвайзер помогает определиться с предметами на следующий год. Из минусов. Первый и самый главный минус – это стоимость обучения. В Америке все обучение для иностранцев платное. Стоимость годового обучения в лучших вузах Америки может обойтись вам от 40 до 100 тысяч долларов. Для сравнения, обучение на самых дорогих программах в России обойдется вам в 15. Но топовые университеты действительно отрабатывают средства. Профессора мирового уровня, практика в лучших компаниях, связи по всему миру после окончания программ. Дипломы и научные степени институтов Америки признаются и котируются во всем мире. Но в любых мировых рейтингах университетов американские вузы будут занимать половину позиций. И еще удивителен тот факт, что при высокой стоимости обучения университеты, казалось бы, должны принимать всех. Но дело обстоит абсолютно не так. В престижный американский вуз очень сложно поступить. Это еще один минус. У нас принято, что перед поступлением в университеты мы сдаем экзамены по определенным направлениям. В случае же топовых американских университетов их также будет интересовать и то, что вы делали помимо учебы. Занимались ли вы волонтерством, имеете ли особые таланты и лидерский потенциал, интересуетесь ли более глубоким изучением предметов. Для поступления университеты также запросят так называемый GPA. Это средний балл вашего аттестата или диплома. Имейте в виду, что в России у нас принято, что мы концентрируемся под конец учебы. Американские вузы могут попросить у вас средний балл по оценкам за предыдущие 3 года. Обязательным также будет являться и результат экзамена TOEFL, то есть тест по английскому языку.
И многие вузы попросят у вас написать эссе и резюме. А иногда пройти собеседование лично, предоставить портфолио и рекомендации от предыдущих преподавателей. В аспирантуру и магистратуру может потребоваться тест GRE. Но если вы серьезно настроены на обучение в США и вас интересуют детали по всем этим тестам и датам зачисления, напишите об этом в комментарии или нам в личку, и мы сделаем для вас отдельное видео. Но и нагнав немножко страсти в области поступления, стоит обратить внимание на положительную сторону. Это всесторонняя поддержка студентов. Причем она оказывается как на этапе поступления в университет, и оказывается она в школах, так и на этапе после поступления. Как я уже сказал ранее, это академический адвайзер. Как в международных школах, так и в университетах. Специалисты международного отдела любого учебного заведения всегда готовы прийти на помощь иностранным студентам. В любой момент можно обратиться за помощью по визовым вопросам, финансовой ситуации, вопросам проживания, трудоустройства и здравоохранения. Но здесь стоит отметить, что работают эти адвайзеры не 24 часа в сутки. У каждого из них есть так называемые office hours или приемные часы, когда он сидит в своем кабинете и принимает студентов. Любой студент может зайти к нему и попросить объяснить непонятный момент, посоветоваться насчет дальнейшей карьеры или просто побеседовать о жизни. Да, и такое возможно. Говоря о минусе стоимости программ, нужно также сказать и о плюсе. Это большое количество грантов и программ, которые покроют стоимость образования. Если не всю, то частично. Например, так называемый грант на исследование Fellowship. Для его получения студент должен заниматься проведением исследований для университета или государственных организаций. Этот грант покрывает всю стоимость обучения, а также проживание и питание. Пример такой программы с грантом на исследование PhD Department of Physics University of Maryland. Или, к примеру, программа Loans. Кредиты на обучение в США. Долг должен быть выплачен студентам в течение 10 лет после окончания вуза. Следующим плюсом, который помогает частично покрыть затраты на обучение, будет возможность работы при университете. Есть два типа работы – административная и преподавательская. В любом случае студент работает не более 20 часов в неделю, так как больше не позволяет студенческая виза. Часто такие assistantship покрывают всю стоимость обучения и проживания, но иногда это может быть только часть затрат на учебу. Многие кампусы американских вузов представляют собой что-то вроде города, где ходят автобусы, есть свои кафе, рестораны, магазины и спортивные центры. И, конечно, для функционирования всего этого требуются работники. На кампусе можно устроиться официантом, помощником библиотекаря, продавцом-консультантом в книжном магазине, инструктором в фитнес-центре или офисным сотрудником. Так, например, университет Иллинойса в Урбан-Шампейне предлагает подобные практики. И, конечно, после получения диплома выпускникам предоставляется 14 месяцев, чтобы найти себе работу на территории страны, а также можно принять участие в программе профессиональных стажировок OPT или Optional Practical Training. Она позволяет устроиться на работу по полученной специальности от 12 до 36 месяцев. У большинства университетов налажены тесные связи с работодателем, разработаны программы стажировок и помощи в трудоустройстве. А теперь давайте ответим на следующий вопрос. В чем же одна из главных ценностей топовых британских вузов? Это, конечно же, преподавательский состав. Лучшие американские вузы привлекают к сотрудничеству самых топовых профессоров со всего мира. Лекции читают выдающиеся эксперты и исследователи, которые делятся передовыми открытиями и практической информацией, еще не опубликованными ни в одном учебнике знаниями. Кстати, многие профессора издают свои собственные учебники, которые можно купить исключительно в этом университете. Во многих вузах принято, что преподаватель может одновременно как преподавать в университете, так и работать на какую-то компанию. И если этот преподаватель увидит в вас талант, он определенно порекомендует вам податься в компанию, где он работает, и составит для этого вам свои рекомендации. А хорошие рекомендации от выдающегося профессора – это уже 50% успеха. В Америке принято, чтобы учащиеся вступали в диалог с преподавателями, задавали вопросы, а не сидели молча. Открытое выражение своего мнения и аргументированные дискуссии поощряются, благодаря чему студенты активно включаются в учебный процесс. Еще одним большим плюсом американского образования – это практические навыки. То есть
практика вместо теории. И студентам для этого предоставляются широкие возможности. Например, будущим финансистам выделяется бюджет, чтобы они учились торговать на бирже в университетской трейдинговой комнате со всем необходимым оборудованием. Собственные газеты, теле- и радиостанции готовят учеников к карьере в области масс-медиа, шоу-бизнеса и политики. А у начинающих кинорежиссеров в распоряжении камеры, свет, лицензии, актеры с соседнего факультета и собственный кинотеатр для показов. Так, например, у Нью-Йоркской академии киноискусств в распоряжении самое большое количество видеооборудования среди всех американских вузов. И у учащихся этой киношколы есть возможность пользоваться всем этим. А вашим преподавателем здесь, скорее всего, будет кто-нибудь, кто только что работал на съемке известного сериала или какого-нибудь мирового блокбастера. Да, если вам интересно узнать больше про Нью-Йоркскую академию киноискусств, переходите по ссылочке в описании к данному видео, там вы найдете всю подробную информацию, можете даже задать вопросы консультантам. Но теперь и еще к одному большому плюсу – жизнь на кампусе. Ну вот тут уже атмосфера американских фильмов подойдет больше всего. Многие американские вузы представляют собой город в городе. Поступив в университет, студент попадает на кампус, и покидает он его, только получив диплом. На территории университета проходят выставки, концерты известных групп, спортивные матчи. Здесь работает множество кружков и студий, спортивных секций, рестораны, кафе. Собираются клубы по интересам. Есть комнаты с пуфиками и диванами для сна и медитации. Здесь вы найдете и прачечные, различные бары, библиотеки, медпункты, даже своя полицейская служба, и то есть автобусы для студентов. А шумные вечеринки на кампусе сделают 4 года обучения незабываемыми. Кстати, многие студенты университетов США во время обучения редко выходят в город, поскольку жить и тусоваться на кампусе не только увлекательно, но еще и намного дешевле, чем в городе. Что же касается самих резиденций, где проживают студенты, то они абсолютно разнообразные. Есть некоторые, напоминающие чем-то современные хостелы, где студенты в комнатах живут по 2-3 человека. Есть и резиденции, напоминающие собой 5-звездочную гостиницу, как, например, у университета Sacred Heart. Ссылочка на университет, кстати, тоже будет в описании к данному ролику. Заходите, смотрите и задавайте любые вопросы консультантам на сайте. Да, в этих резиденциях есть и отдельные залы для видеоигр, есть и кинотеатр, и даже каминная зона. И, конечно же, огромным плюсом для студентов-международников является возможность путешествия по Америке. Для начала стоит заметить, что в американских университетах очень мало шансов забросить учебу на весь семестр и появиться только на сессии. Оценка на 70% зависит от того, насколько хорошо студент учился на протяжении всего года и не пропускал занятия. Отсидеться на задней парте не выйдет. Купить курсовую невозможно. У обычного, не самого старательного студента свободного времени пару часов в день. Те, кто к образованию относится серьезно, занимается по 10-12 часов ежедневно. А относиться к учебе легкомысленно, заплатив 40-50 тысяч долларов за год, как-то неразумно. Итак, когда же смотреть Америку? Ну, конечно же, во время каникул. В США обычно не проводятся занятия в период празднования Дня Благодарения в конце ноября, в зимние каникулы от 2 до 4 недель в декабре и январе, весенние каникулы 1-2 недели весной и летние каникулы. На зимние каникулы студенты могут поехать кататься на лыжах в такие штаты, как Колорадо, Юта или Нью-Йорк. Кто хочет побывать в более теплом климате, может отправиться во Флориду, Техас или на Гавайи. Пляжный отдых популярен среди студентов в период весенних каникул, когда прибрежные зоны отдыха готовятся к приему несметных толп, жаждущих моря и солнца. Зачастую многие студенты вместо пляжей и горных склонов устремляются в такие большие города, как Чикаго, Нью-Йорк и Лас-Вегас. А иные могут даже отправиться путешествовать с рюкзаком по европейским странам. И существует огромное количество туристических агентств, транспортных служб и гостиниц, где студентам предлагаются скидки в период каникул. А также им доступен бесплатный вход почти во все музеи, выставки, парки и ботанические сады. Среди студентов также популярны и краткосрочные выезды. В Америке отлично развито авиасообщение. И на каких-нибудь лоукостерах за $20 можно слетать в соседний город или штат. Вернуться обратно и сделать это все за 2-3 дня. Еще одним плюсом обучения в Америке является использование передовых технологий в проведении исследований и инновационный подход в обучении. Такие компании, как Google, Facebook, Apple сотрудничают с университетами в сфере IT-технологий и зачастую инвестируют в оборудование, исследовательские лаборатории, спортивные центры. И обычно принимают на практику, а затем и на постоянную работу студентов из партнерских университетов. За счет партнерства с Facebook 17 ведущих университетов США предоставляют
предоставляет студентам лучшие возможности для проведения исследований и научной деятельности. Компания подписала с вузами соглашение о сотрудничестве в области IT, компьютерных технологий, виртуальной реальности и искусственного интеллекта. В академическом сотрудничестве с Facebook принимают участие такие университеты, как Гарвард, Принстонский университет, MIT, Калифорнийский технологический институт, университет Джона Хопкинса и многие другие. Очередным важным плюсом является поощрение спортсмена. Каждое высшее учебное заведение в США предоставляет учащимся возможность не только интеллектуального, но и физического развития. Для студентов оборудованы полностью укомплектованные спортивные тренажерные залы, стадионы, теннисные корты, поля для гольфа, бассейны, зоны для йоги и восточных единоборств. А спортивные стипендии часто покрывают стоимость образования. Расходы на занятия спортом в университете, такие как экипировка от лучших спортивных производителей, например, Nike или Adidas, личный диетолог, выезды на гостевые игры и прочее. Многие знаменитые спортсмены начинали восхождение на спортивный Олимп в составе университетской сборной. Баскетболист Майкл Джордан играл за University of North Carolina, он же Университет Северной Каролины. Гольфист Тайгер Вудс выступал за Стэнфорд University, а футболист Дуэйн Джонсон в свое время представлял University of Miami. Ну а очевидным минусом в Америке является система здравоохранения. Затраты на здравоохранение здесь настолько высокие, что очень легко обанкротиться, не имея страховки. Хотя и страховка покрывает далеко не все. Страховка среднестатистического взрослого человека обходится в $250-400 в месяц. А если страховки нет, то за визит к врачу можно смело готовить $200. Еще один минус – это общественный транспорт. Более-менее приличный общественный транспорт имеется в мегаполисах. В основном жители пользуются личными автомобилями. В подземках крупных городов, таких как Нью-Йорк и Чикаго, устаревшая инфраструктура, грязь, постоянные задержки поездов. Но такси, как правило, в 5 раз дороже, чем в России. Ну, конечно, все эти вопросы с ценами сформировались не просто так. Потому что одним из главных плюсов жизни в Америке является уровень жизни и возможности. За этим, собственно говоря, все туда и едут. Хоть жители США и отдают около половины своего заработка государству в качестве налогов, высоких коммунальных платежей и высоких штрафов, все равно после всех выплат доход превышает средние показатели по данным ОСР, Организации экономического сотрудничества. Поэтому американцы могут больше приобрести на свои доллары, чем россияне на свои рубли. К тому же ценовая политика во многих моментах наиболее выгодна. Так, например, какой-нибудь поддержанный Porsche Cayenne можно взять в лизинг и платить за это $700 в месяц. Ездить на нем сколько хочешь. А по окончанию лизинга можно выкупить его со скидкой или можно взять новый любой другой автомобиль. И это очень удобно. И очень многие машину здесь не покупают, а берут в долгосрочную аренду за какие-нибудь $400-500. Ну и, конечно, одна из главных затрат любого человека – это покупка собственного жилья. Тут на помощь приходит ипотека, которая в Америке в 2 раза дешевле, чем в России. Еще одним плюсом я бы назвал еду. Конечно, большинство из нас ограничивается стереотипом, что американская еда – это сахар в бутылке, жир в булке. Однако, здесь Америку можно поделить на 2 неравные части. Мы почему-то считаем, что в Америке кроме джанк-фуда ничего больше нет. Но на самом деле в любом крупном городе есть еда на любой вкус. Приведу вам пример. В Хьюстоне, который в 5 раз меньше Москвы, количество ресторанов точно такое же. Вегетарианство, еда без глютена, кошерная, органическая пища, кухня всех народов мира 24 часа на 7. Так, например, в университете Гарварда есть отдельная столовая, где нет мясных блюд. Кстати, у меня на канале есть отдельно выпуск прямо из университета Гарварда, поэтому переходите по линку в описании к данному видео, чтобы посмотреть детали. Ну и, наконец, еще один немаловажный бонус – это связи. Конечно, в университетах Америки много талантливых и обеспеченных людей, так как в США съезжаются люди со всего мира, стремящиеся развиваться, нацеленные на успех. И благодаря учебе можно влиться в комьюнити суперпрофессионалов. Например, в Нью-Йорке в сфере финансов, в Сан-Франциско это IT, в Лос-Анджелесе блогинг, кинематограф и все, что касается творчества.